Олег, о чем задумался? Обожаю это особое чувство, когда летишь туда, где никогда не был. Привет, друзья! Обычно фразой, имеющей отношение к путешествиям, мы заканчиваем выпуск, а сегодня начнем. С какой стати посещать одно и то же место, когда в мире столько неизведанных уголков? Итак, мы в Сербии. План такой. Первые 2 дня мы покатаемся по стране на арендованном авто, а потом вернемся в столицу для того, чтобы осуществить очередную мечту. Если не терпится узнать, о чем идет речь, переходите на эту минуту видео. А лучше смотрите все по порядку, поскольку выпуск будет динамичным и интересным. Ведь с вами Артур И Олег, и наш канал Backpack Travel. Погнали! Итак, сначала мы берем машину, совсем немного заплатили за нее. Увидим мы такую вот картину, и по дороге что-нибудь еще. Направимся восточнее столицы, поедем мы страны на самый край, туда, где Сербия с Румынией граница, там, где шумит река Дунай. Вернемся в город, что зовут Белград, там воплотим еще одну мечту. Пока что все короткий есть расклад, пора заснять всю эту красоту. Обязательно ставьте лайк или напишите в комментариях, почему, по вашему мнению, мы его недостойны. Обменный пункт в Сербии называется менячница. Мы нашли один такой и поменяли евро. За 1 евро дают 116,8 динар, сербских динар. Мы поменяли 450 евро, и теперь у нас есть вот столько много денег. Арендованный нами автомобиль, 2-годовалый Opel Corsa, по машине вопросов нет. Есть нюансы по аренде, в принципе, авто в Сербии. Ну, во-первых, здесь невозможно снять машину без депозита, это раз. Мы нашли только одну компанию, которая может взять депозит наличными и, соответственно, не морозить никакие суммы на кредитки, а просто по возвращению машины вернут нам наши деньги. Кстати, 400 евро. Полная страховка, безлимитный пробег, 50 евро в сутки. Вполне адекватная цена. Второй нюанс. Если что-то случится, какой-то ДТП или что-то в этом роде, обязательно нужно вызывать полицию и получить от них репорт. Без этого репорта придется возмещать весь ущерб самостоятельно. Неважно, виноваты вы или нет. Такие вот сербские приколы. Будете арендовать машину здесь повнимательнее с условиями. Итак, сначала мы берем машину, совсем немного заплатили за нее. Увидим мы такую вот картину, и по дороге что-нибудь еще. Направимся восточнее столицы, поедем мы страны на самый край, туда, где Сербия с Румынией граница, там, где шумит река Дунай. Изучив подробно достопримечательности страны, это место я добавил в маршрут в первую очередь. Строение носит название Голубатская крепость. Немного позже зайдем вовнутрь, но сейчас посмотрите сюда. Там за скалой находится населенный пункт Голубац. Ширина Дуная в том месте составляет 5 километров, а уже через 2 километра всего 162 метра. Место называется Железные врата. Только представьте, массивный Дунай резко сужается, словно попадая в бутылочное горлышко, а объем проходящей воды за единицу времени никуда не уменьшается, вследствие чего возникает просто мощнейшее течение. Соответственно, купание в этом участке реки запрещено. Крепость является одним из самых живописных и стратегически важных проходов на Дунае, с очень богатой историей. Озвучу самые интересные, на мой взгляд, факты. Первое упоминание встречается в 1335 году. С тех пор это массивное оборонительное сооружение переходило из рук в руки между сербами, венграми и османами. После падения Османской империи в 19 веке и образования независимой Сербии крепость утратила свое военное значение и пришла в упадок. В последние годы Голубатская крепость была полностью восстановлена и стала популярным туристическим объектом. Реконструкция завершилась в 2019 году. По состоянию на май 24-го входной билет стоит 750 сербских динар. Это примерно 6,5 евро. Внутри есть небольшой, но интересный и познавательный музей. Вот, пожалуйста, средневековый туалет. И в море.
В общем, однозначно рекомендуем к посещению. Само сооружение впечатляет и природа вокруг. Вы и сами все видите. Мы рады, что смогли отснять такие кадры, избежав при этом проблем. Не знаю, как вам, друзья, но мне очень нравятся вот такие вот древние штуки. Здесь рядом еще есть одна интересная локация, где... В 1965 году была обнаружена доисторическая стоянка человека. По некоторым данным, это самое древнее поселение в Европе. В ходе археологических исследований ученые обнаружили ювелирные украшения, инструменты и скульптуры, возраст которых превышает 9000 лет. Музей называется Липинский Вир. Расположен в очень живописном месте в 35 километрах ниже по течению Дуная от Голубацкой крепости. Стоимость билета всего 600 динар или чуть больше 5 евро. У посетителей есть возможность буквально побывать на месте раскопок. Как видите, над археологическим объектом построили массивный купол для того, чтобы как можно дольше сохранить это историческое место таким, каким оно предстало перед археологами в 1960-х годах. Здесь можно наблюдать подлинные артефакты, обнаруженные на месте древнего поселения. Только представьте, все это сделали люди, жившие тут от 9 до 6 тысяч лет назад. В музее мы были одни. Когда мы вернулись на парковку, там уже стояло 2 небольших туристических автобуса и несколько авто. Далее нас ждали еще 16 километров захватывающей дух дороги вдоль отвесного берега могучей реки. Друзья, на ночевку мы приехали в городок под названием Донji Milanovac. Надеюсь, правильно выговорил. Такой классный городок, зацените. Здесь у нас с Олегом будет у каждого своя большая кровать. И зацените вид из окна. Как это убирается. Не туда. Оп. Балкончик. С вот таким вот видом. Красота. Ну и самое веселое, как всегда, это ценник, ребят. 40 евро за ночь. Знаете, какой еще один плюс большой поездок в Сербию? Это розетки. Они здесь стандартные, классические. Не нужно с собой возить переходников. Поставил, подключил, и все работает. Супер. Изначально была идея искупаться в Дунае, но что-то мы передумали. Как-то здесь грязненько совсем. Вот так, друзья, показываем всю правду, как есть. Обойдемся как-нибудь без купания. Олег, расскажи, что мы заказали на ужин? Мы заказали Мишелана мясо. Это что такое? Это микс мясной. Мишлана мясо. Нам изначально предложили килограмм, но мы понимаем, что мы сыты, и нам это много, поэтому мы попросили полкило. Они говорят, нет проблем, дали полкило. Отлично. Сейчас что мы будем делать? А что мы сейчас? Мы сейчас аперитив пивной у нас с тобой. Да, И ждем мяско. Это местное сербское пиво. Сербское пиво, да. Ну-ка, дегустация, давай одновременно. Давай. Зынь. Неплохо. Да, нормальненько. Ну, Ну и не вау, да? такой, короче, местный Жигуль. Ну, такой Жигуль в своих хороших традициях. Хороший. Тот, который как был в студенческие годы, Как да? раньше говорили. Лет 20 назад. Ладно. Принесли нам наконец-то мешано мясо на полпорции. Да, это полпорции. Пол кг. Выглядит аппетитно, сейчас попробуем на вкус. За 4 пива и тарелочку вот такого мяска мы в евро заплатили вот столько. Смотрите, какая облагороженная набережная. Так, чистенькая, цветочки, газончики постриженные. А здесь вот слон. Ну, не вот этот слон, это кабан. Вот этот слон.
Ну или мамонт, наверное. Прикольно. Так уютно, конечно, сделали, они молодцы. Приятно здесь находиться. Вот такой у нас будет завтрак. Обратите внимание на цены. То есть каждый сэндвич стоит не больше 2 евро. Вот такие вот. А местные уже чуваки сидят, бухают. Ну, это нормально. Для сербов, да? Мы по кофейку. На вот этом велике чувак приехал, вон он стоит. Он тоже с пивом уже с утра. За спортсмен на велосипеде. Классно здесь. Городку этому спасибо. Пора ехать дальше. Эта живописная дорога привела нас в место под названием Райкова пещера, которая является самой красивой и протяженной во всей Сербии. Ее глубина 2,3 километра, и сюда буквально через 15 минут начнется наша экскурсия. Олег, расскажи немного информации о пещере. Давай посмотрим, что написано. Pećina же dobila ime po Račku, Požeže u 19. веку держала корчму в старом Ударском населью. А Нофу Хаджук напало путники. А Тимат Злато в благо сокривал га у Пехине. Все понятно. No, inside it's never minus, it's always around 80 degrees, that's why you are perfectly dressed for the cave. It's like a summer. Yeah. But without the mosquitoes inside, don't worry. So for the start I will explain for you what we are going to do and see for today, because we can hear the water. Usually in our cave we have a circular visitor's mat that is very, very long, that is almost 1 kilometer and 400 meters. But now you're not going to be able to see the river horizon. Because that part is under the water, you can't visit that part, you are going to see completely upper level of the cave. From here where you now, when you are across the bridge, you are going to go upstairs and see that part in total, up to here. How long? Somewhere around 850 meters for now, but twice, because you are going back on the same way. Друзья, учим сербский. Зимская байка. Что это, по-вашему? Наверное, это зимняя сказка, да? Мне кажется, русскоязычным людям очень легко освоить местный язык. Да, благодаря хорошей подсветке здесь очень комфортно все это рассматривать. Аккуратно, аккуратно, вода, шлюп, шлюп. Нужно смотреть не только на эти красоты, но и под ноги иногда. Слышите, как река внизу течет? Да, здесь подземная река. А это вроде бы конец маршрута в данное время года. Только с июля или с конца июня открывается полный маршрут. Потому что внизу сейчас много воды.
Но когда нас это останавливало? Мы пришли туда, куда ходить нельзя. Слышите, река нам прям под нашими ногами. Как видите, освещения здесь нет. Олег, включи хоть фонарик, что ли? Вот. Когда нас останавливали запреты, тогда посмотрим. Вот прямо река под нами. И здесь, видимо, воды было больше, нанесло всяких камней, всякой глины, по которой мы сейчас идем. И по этой причине экскурсия в данное время года здесь не проводится. Но мы сделали свою собственную экскурсию. Мы сделали исключение. Вы сделали исключение? Да. И сейчас пробираемся тут сквозь. Посмотри, какую фигуру. Видишь, вода, да, бежит прям. Да, Как по мосту. Пойдем дальше. пойдем посмотрим, что там дальше. Вот, видите, затоплено. Дальше не пойдем уже, потому что там глина, местами этот мостик везде уже в воде. Поэтому вернемся назад. До Гитлера в панике уже, куда мы делись. В общем, пещера зачетная. Будете в этих краях, заезжайте, не пожалеете. А мы погнали осуществлять очередную мечту. I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know, better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes, call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got... Мы вернулись в Белград. Вот такая у нас гостиница плавучая на берегу реки. И надо сразу кое-что прояснить. Сначала мы забронировали эту гостиницу, и только потом посмотрели передачу «Орел и решка Сербии». Просто одна из ведущих также останавливалась здесь. Наш номер, краткий обзор. Он четырехместный, размером побольше, здесь еще маленькие номера. Но мы взяли такой вот. И сейчас кинем монетку, кто из нас будет спать на большой кровати. Давай, мы выбираем себе... У тебя что? У меня будет решка. А у меня орел. Поехали. Большая кровать достается мне! Все по-честному. Френдли кошка этого отеля. Вообще не просыпается даже, смотри. И вообще. Котик. Так, по кайфу. Уже не сдачи. Друзья, самое время выложить главный козырь на стол и рассказать вам про нашу основную цель поездки в Сербию. Вы офигеете, точно. Готовы? Раз, два, три! Что-то не так. Что-то ничего не произошло. Что делать? Давай, может быть, 3, 2, 1? Попробуй. 3, 2, 1. Погоди, почему опять не работает? Я знаю, как нужно. Ein, zwei, drei! Да, друзья, концерт группы «Рамштайн» — это большая и очень давняя мечта для нас обоих. А эмоции начали зашкаливать еще днем по дороге в Белград. Как же порой важно правильно выбрать отель. Вот он наш, а вот она сцена. Помню то лето конца 90-х, когда ко мне в гости приехал друг. В сумке с вещами у него была кассета группы «Рамштайн». Я послушал и был просто ошарашен звучанием. Так началось мое знакомство с творчеством музыкантов. В школе, где я учился, не преподавали английский язык, но зато мы учили немецкий. Помню, что после многократного прослушивания той кассеты мои успехи в изучении языка резко пошли вверх. Мне хотелось понять тексты песен, и я часто мучил учителя немецкого, чтобы та помогла мне с переводом. В общем, вы поняли, мне сильно понравилась та музыка. Затем я уговорил маму купить мне CD-плеер и всего один диск. Спустя годы я отошел от этой музыки, перестал фанатеть как ненормальный, перерос это увлечение, взрослая жизнь и все такое. Но переехав в Израиль, поймался на мысли, что жить надо сейчас, исполнять свои мечты и строить новые, не откладывая на потом, до лучших времен. Поэтому, когда Артур позвонил мне с идеей сгонять в Сербию на концерт Рамов, я без колебаний ответил: бронируй скорей.
We are ready to Rammstein. В моей памяти также хорошо отложилось первое знакомство с группой. До поступления в универ я жил в совсем небольшом городе, где в то время телевизор отражал только 2,5 канала. Первый, второй и с перебоями местные. Помню, как в 99 году одна моя знакомая, которая уже была студенткой и жила в городе, где телек транслировал даже MTV, привезла кассету с клипами, записанными с помощью видеодвойки. Тест на возраст, кто знает, что это за чудо техники. Так вот, как сейчас помню, помимо первого музыкального видео молоденькой Бритни Спирс, а также Рики Мартина со своим Livin' La Vida Loca, на кассете был клип Du Hast. Спустя какое-то время я увидел отрывок с легендарного концерта группы в Берлине. Реакция была примерно такой: да ладно, столько огня и даже никого не подпалили? Именно с тех пор желание посетить концерт и увидеть это шоу воочию хранилось в разделе «Мечта». Ну что, пойдем осуществлять мечты? Пойдем. Теперь, что касается самого концерта. Билеты стоили 76 евро каждый. Купили мы их за 4 месяца до ивента. И тогда уже зона перед сценой была полностью распродана. Но в какой-то момент мы поймали себя на мысли, что это к лучшему. Кадры, которые вы сейчас видите, были отсняты за 2 часа до начала концерта. Позже все пространство между сценой и трибунами было заполнено людьми. Мы кое-как смогли протолкнуться вот сюда. Hello. What is here? A lot of people, I don't know. What is here? Ricky Martin? Justin Timberlake? Джастин Тимберлейк. Сегодня будет жарко. Немного цифр, чтобы понять масштаб шоу. Исходя из различных неофициальных источников, на концерте присутствовало от 50 до 70 тысяч человек. Как видите, это очень много. Звуковая система способна выдавать до 2 миллионов ватт. На возведение сцены уходит неделя, и вес ее составляет 1350 тонн. И все это оборудование вмещается в 77 вот таких грузовиков. Интересный факт. С момента образования группы в 1994 году ее состав ни разу не менялся. Всем участникам уже давно за 50, а самый возрастной это фронтмен Тиль Линдеман. На момент данного концерта ему 61. Но возраст не мешает Тилю тянуть сложные партии. Да и в целом Рамма вполне заслуженно называет королями живых выступлений. Кстати, помимо действительно мощного звука, огромного количества света, пиротехники, дымовых пушек, визитной карточкой лайвов группы является пламя. На каждом концерте сжигается более 1200 литров топлива. То, что дядьки вытворяли во время композиции Mine Tile, это вообще жесть. Впрочем, как и сама история песни, погуглите, если интересно. Как видите, в котле сидит 57-летний клавишник Кристиан Лоренс, а Тиль, надев колпак и фартук, палит его из огнемета. Затем у повара в руках оказывается огнемет побольше, и он снова пытается поджарить своего коллегу по цеху.
Думаете, это все? Не переживайте, клавишник не пострадал. Кстати, на заре таких вот огненных выступлений солист группы отучился на пиротехника, для того чтобы разбираться, а также лично участвовать в планировании и согласовании этих эффектов с профессиональной командой пиротехников. Вы понимаете, что тут происходит? Тиль вышел на сцену с рюкзаком, из которого в такт музыки извергаются 9 огненных струй. Для реализации таких эффектов профессиональной команды мало, нужны как минимум стальные шары. Но по-настоящему жарко стало во время композиции «Сонны». Эмоции говорят сами за себя. Мало того, что мы осуществили очередную мечту и круто провели время, так еще и познакомились с компанией классных ребят из Словении. Они подписались на наш канал и пригласили в гости. А почему нет, как-нибудь доедем. Не торопитесь выключать видос, мы вам еще не показали столицу Сербии, один из древнейших городов Европы. Олега, подъем! Нас ждут великие дела! Экскурсию по столице мы решили начать с главной исторической достопримечательности города, а именно Белградской крепости. Крепость включает в себя верхний и нижний город, а также обширный парк. Ее история насчитывает более 2000 лет. Первые укрепления на этом месте были построены кельтами в 3 веке до нашей эры, а затем она была усилена римлянами. В средние века крепость неоднократно перестраивалась и расширялась, отражая нападения византийцев, венгров, турок и других завоевателей. На ее территории мы увидели различные музеи, исторические объекты, а также кафешки, рестораны и пивнушки с вполне разумными ценами. Также с крепостных стен открывается просто шикарный вид на столицу и ее окрестности. Олег, это не пиво. Друзья, но только что удалось выяснить, что каждое воскресенье месяца вход в музеи на территории крепости бесплатный. Каждое воскресенье месяца. Очень что поймали золотую рыбку и пожелали быть удачливыми. Ну да, в данном случае удача точно на нашей стороне. Чик. Ну, прикольные всякие штуки здесь есть. Давай, наверное, чтобы сильно не мучить наших зрителей, ускорим все это видео, да?
Flying up and high that I'm on. I ain't I'ma fly up on the wall. I've been trying to evolve, running out of time trying to solve. Running around my mind to revolve, trying to find what I lost. All I'm on what it costs. I've been trying to curry no sauce, trying to bury my thoughts. Cold heart, hurry more frost. In my sights all blurry eyes cross. With some rage, with some balls. Going in my grave with some balls. Riding on my wave, you get tossed when I'm paving is off. Any other way, I've been lost. Nowadays paid to be sauce when I'm on living too throw, too cold. Flow sweet like glucose. Arms length, that's too close. All guap, never did it for the kudos. Yeah, you'll follow your fate, don't plan it. Yeah, hold on that way, just man it. Get ready or not, don't panic. Light up my block, botanic, tannic. All of my plays organic. All of my days are manic. Yeah, all of y'all hate, can't stand it. Industry fake, that's standard. I've been at the top so long, I kinda way down. Haters at it. Это, знаешь, что напоминает? Да, фотонапаспорт. Это парикмахерская, где это прически, короче, прически усов. Да. В целом интересное место, познавательно, красиво, понравилось нам. Сейчас подкрепимся пенным и пойдем гулять по городу. Great, thanks a lot. Вкуснятина. Далее мы пошли в сторону центра и были приятно удивлены, особенно гуляя по красивой, чистой исторической части города. Наверное, в каждом крупном городе есть своя пешеходная улица с кафешками, барами, ресторанами, магазинами. В Белграде мы тоже такую нашли, называется она улица князя Михаила. Отгадываем название. Что это такое? Надморская Висина. Наверное, высота над уровнем моря, да? Прикольненько, все понятно. Flying up and high that I'm on. I ain't I'ma fly up on the wall. I've been trying to evolve, running out of time trying to solve. Running around my mind to revolve, trying to find what I lost. All I'm on what it costs. I've been trying to curry no sauce, trying to bury my thoughts. Cold heart, hurry more frost. In my sights all blurry eyes cross. With some rage, with some balls. Going in my grave with some balls. Riding on my wave, you get tossed when I'm paving is off. Any other way, I've been lost. Nowadays paid to be sauce when I'm on living too throw, too cold. Flow sweet like glucose. Arms length, that's too close. All guap, never did it for the coup. Площадь Республики. А это скульптура князя Михаила. И, кстати, тут какой-то, видимо, концерт был вчера. Ну, точно не Рамштайн. И у князя Михаила самые крутые места. Пойдем гулять дальше. Троллейбусы какие-то старенькие. А на улице в центре очень чисто. Чистоту мы любим. Man it. Get ready or not, don't panic. Light up my block, botanic, tannic. All of my plays organic. All of my days are manic. Yeah, all of y'all hate, can't stand it. Industry fake, that's standard. I've been at the top so long, I kinda way down. Haters at it playing, but this not no playground. See you tryna pull me, but I don't feel way down. Heard you tryna play me, but your boy don't play it. Hey, I pull up, pay with the bag. Hey, if I need to work, I hit the lab. Церковь Святого Марка, построена в первой половине 20 века. Свадьба здесь. Ну, сегодня же воскресенье, конечно. Сначала мы подумали, что это какой-то богатый серб, а оказалось, что какой-то шейх из Кувейта сюда прикатил. Кувейта, как правильно? Пишите в комментариях. Друзья, какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите эту фамилию? Автомобиль! Короче, что касается музея Теслы. Ребят, мы обычно не любим рассказывать на своем канале всякий негатив, но есть то, что есть.
Мы пришли сюда 3:30. Сотрудник музея сказал, что у нас сейчас большая группа детей, поэтому приходите где-то около 6. И будет меньше гораздо людей, вы свободно сможете погулять по музею. Время 5:30. Смотрите. Это очередь. Там тоже люди сидят. Тот же сотрудник музея нам сказал, что комфортное количество людей внутри это 35 человек. Ну, здесь я уже насчитал больше 70. Поэтому нафиг нам такой расклад, пойдем дальше. Кстати, забронировать билет на заранее невозможно, только по факту. Отстоял очередь 2 часа, как сегодня, зашел, молодец. Не отстоял, не попал в музей. Поэтому выбираем второй вариант, идем гулять дальше. Надеюсь, что мы ничего не потеряли. Этот мощный архитектурный объект сразу бросается в глаза на фоне общей панорамы Белграда. Храм Святого Саввы является крупнейшим православным храмом на Балканском полуострове и одним из самых больших в мире. Его высота составляет 79 метров, а площадь около 3500 квадратных метров. Строительство храма началось в 1930-х годах, но было заморожено во время Второй мировой войны и в годы социалистического правления. В 1985 году работы были возобновлены и продолжаются до сих пор. Также в городе построено немало привычных для нас вот таких совковых многоэтажек. Но и в целом столица Сербии производит положительное впечатление. Это город, по которому просто приятно гулять пешком. Кстати, цены на топливо здесь такие же, как и в Центральной Европе, вследствие чего каждая поездка на такси значительно ударяет по бюджету. Зато цены в кафе и ресторанах вполне приемлемые. Каких-то явных минусов мы не увидели, может быть потому, что специально не искали, как это делают некоторые. А в ночное время Белград подсвечивается сотнями разноцветных огней, он выглядит еще залипательней, особенно сверху. Зацените сами. 3, 2, 1. Друзья, в нашем отеле есть небольшой бонус. При бронировании я увидел слово «сауна». Это реально прикольно. Но есть один нюанс. Как ты и сказал, бонус небольшой. Ну что, друзья, пора подводить итоги. Основной целью поездки был концерт, и больших ожиданий от страны у нас не было. Несмотря на это, мы получили внушительную дозу положительных эмоций. Красивая природа, приветливые люди, интересные места и ощутимо низкие по сравнению с Центральной Европой цены. Каждый из нас в итоге потратил по 760 евро, включая авиаперелеты и билеты на Рамштайн. Слушай, может, все-таки ставим какую-то цитату? Ну давай. Путешествовать значит развиваться. Пьер Бернандо.